Так, ну вот мы поднялись где-то 2,5 километра выше Маналы. И теперь будем отсюда пробовать идти в Даунвинд. Я специально остановился, чтобы скинуть водоросли. Посмотрим, как у меня произойдет перезапуск. Ага. Давай. Отлично. Вообще на изич. Ага. Ну что, погнали. Раз, одно движение. Сложились. Даунвинд сворачиваем. Так. Пакуем сумочку. Ага. Закрываем сумку. Поехали. Фух, так, первые впечатления. Очень хороший паравинг. Прям мне он сильно понравился. Это достойная ответочка коровскому паравингу. Прям даже не знаю, что из них нравится лучше. Если кто-нибудь из ребят на ходе сейчас сюда приедет, попрошу поменяться. Но придраться не к чему. Очень хорошо летит на ветер. Кромка стабильная, жесткая. Как мы выяснили, там вставочки кевларовые, чтобы металл не прорвался наружу. Сделано очень надежно. Складывается легко, сроки короткие, может быть чуть-чуть островатый, но я уже привык к этому. В принципе, если подаешь тело вперед и сбрасываешь тягу со строп, то по большому счету пофиг какие тонкие, толстые, все складывается легко. Вот. Но сегодня хорошие плюхи. Прям одно удовольствие здесь гонять. Я довольно давно не получал такого удовольствия от тестирования нового паравинга. И все благодаря его летным характеристикам. Он настроен так идеально, что ты просто не чувствуешь вообще никаких порывов. Хотя сегодня вот дуло в районе 20 узлов и даже больше. На порывах, может быть, даже все 25 прилетало. А это размер 4,3. И я при этом себя чувствовал просто замечательно. Он очень хорошо сглатывает порывы. Меня поразило, что этот купол просто невозможно завалить ни во фронт-стол, ни в бэк-стол. И это при том, что я катался при верхней ветровой границе для такого размера. Разгоняемся и погнали. Вот они сели на зыбину. И прям погнали. О, хорошая хода. Держим скорость. Здесь зыбь пропускаю вперед и сажусь прямо за ней. Ага, вот она. Начинаю разгоняться. Обгоняем зыбь. Опа! Вот, сели на следующую. Вон она пошла. Большая. Догоню, не? Попробую. Сели. Пока лечу вниз по ветру, снова хочу вернуться к описанию своих ощущений от катания на этом новом паравинге. Поразила легкость на планке и спокойная ровная тяга. Ну как будто бы это кайт, а не паравинг. Ветер был очень порывистым, но на планке этого не чувствовалось. Не чувствовалось перегруза даже в самые дикие порывы. Когда самому куполу становилось совсем нехорошо. И это было видно потому, как дрожала его задняя кромка. Но при этом передняя кромка купола, то есть там, где в основном и образуется подъемная сила крыла, она стояла как вкопанная. Металлические вставки внутри ячеек передней кромки отрабатывали идеально. Передняя кромка у меня ни разу не поменяла форму,
что бы я ни делал и что бы ни происходило извне. Очень запала в душу выдвигающаяся из планки двухточечная трапеционная петля. Вот это прям реально супер удобно и выглядит минималистично. Надеюсь, это станет стандартом индустрии, ну пока не придумают еще что-то получше. Складывание методом 4А происходило в одно движение. Это значит, что для паравинга размером 4,3 метра стропы довольно короткие. Классно, что центральные стропы переднего ряда сходятся у планки в одну отдельную стропу. Ну то есть не надо отдельно отсчитывать и выделять 4 центральные стропы для складывания. Ну как я это делаю, например, на коре. Понравилось, как лепестки складываются в аккуратную небольшую пачечку, которую удобно паковать в сумку. И статистика перезапусков во время этой сессии у меня равнялась 100%. В общем, балдежка сплошная кататься с этим паравингом. На нем едешь и отдыхаешь, не замечая порывы. Ну и при этом он неплохо вырезается. Ну, просто догоняешь зыбь, вот она идет, смотри. А мы просто ее, опа, и обогнали. Ее разогнались и пошли дальше. Ни одного поворота, видите, просто насквозь пробиваешь зыбь. Вот что значит крыло 16 аспект. Просто пробиваешь все насквозь. Без единого пампа, ребят, без единого пампа. Так, ну что, наверное, пора перезапускаться, чтобы далеко не уезжать от берега. Посмотрим, как Нэш ведет себя в перезапуске. Достаем из сумочки. Сумочку сразу закрываем и убираем назад, чтобы она не мешала. Так. Расправляем переднюю кромку, отделяем планку. Стропы чистенькие. Можно перезапускаться. Опа! Вот и все, ребят. Все. Теперь вытягиваем стропу и погнали. Очень просто, очень удобно. Нормальная тема. Я только что поменялся. Взял кор 4 метра. И так чисто субъективно мне показалось, что на коре как будто я круче шел к ветру. Я не знаю, я потом по GPS по часам посмотрю. Но ощущения были такие. Вот. Очень понравилась петля на Нэше. Вот эта выдвигающаяся. На коре я взял сначала с двухточечной крепление. Бетонную петлю. Дима взял. Но она не работает. Я тут же упал, там что-то не то. И Дима говорит, что такая фигня. Я поменял на одноточечную. Вот сейчас у меня озоновская стоит. И здесь уже все четко, здесь все работает. И могу сказать, что на коре мне нравится одноточечная трапеционная петля. Потому что я знаю, что место ее поставить, чтобы вот этот пояс поймать. А на Нэше все-таки вот эта вот двухточечная выдвигающаяся петелька, это прям вообще находка. Самый прикол, что я это предлагал делать озоновцам, но Доминик отказался, говорит, что это какая-то стрёмная система. Не знаю, почему она ему не зашла. Но, на мой взгляд, это очень хорошее решение. Но костылик, вот этот вот сильно загнутый, а-ля дуатоновский, мне нравится меньше, чем коровский, который а-ля флайтер. Потому что на нем рука более эргономичная лежит. Прям вот схватился за эту рукоять. И очень удобно держаться за нее. Поэтому все-таки планка на коре мне нравится больше, чем планка Нэша. Но у Нэша вот эта вот петля, это прям молодцы, ребята. Вот за это можно только похвалить. Вот, еще ощущение различий в полах, как будто бы Нэш более дружелюбный, что ли. Кор такой, вот в нем чувствуется спортивный характер. Это а-ля Озон Автобернер. А Нэш это а-ля Озон, может быть, Power Pack или Pocket Rocket. Наверное, все-таки Pocket Rocket, потому что, ну, Power Pack
совсем уж такую, ну, паровозообразную тягу дает, то есть он не очень хорошо против ветра идет. Не так классно, как Нэш, ну, по ощущениям. Не так классно, как он. Вот. Но это все, опять же, ощущения, ребят. Может быть, я не прав. То есть, когда я вернусь на берег и посмотрю свои графики, там все станет на свои места, и, может быть, выяснится, что на самом деле все не так, как кажется. Ну ладно, а пока здесь клевые плюхи, мы немножечко погоняем. Сейчас сделаю еще один, или, может быть, еще парочку треугольников. Пока ветер есть, волна есть, чтобы не катнуть. Да, ощущения меня не подвели. Вот для сравнения два графика. Красный это Нэш и синий это Кор. И видно, что на Коре на 5 градусов я шел острее, чем на Нэш. Так, ну если вот к куполу никаких претензий нету, летит замечательно, я бы сказал, даже круто. Чуть-чуть, может быть, хуже режется, чем Кор, хуже, чем Озон Afterburner, но сопоставимо, я думаю, с Озоном Pocket Rocket 2. Или, но несопоставимо с такими, как F1 Quest и Озон Power Pad. Мне кажется, эти параллинги еще хуже режутся. Поэтому это можно сказать, ну, золотая середина. Поэтому я бы ничего про купол не говорил. Он мне именно тем понравился, что у него идеальное соотношение вот по тому, как он режется и как он классно сбрасывает тягу, какой у него ветровой диапазон, то есть комфортное ощущение. Вот, хотел бы вот показать те детали, которые бы мне не понравились и которые можно было бы улучшить в следующей версии. Значит, я только один раз покатался, вот она у меня уже начала махриться. Вот здесь вот резиночка встроена, я думаю, со временем она растянется. Вот ровно такой же материал используется в планках Cabrini Trimline, и они в комплект прям кладут запасную такую штучку, ну потому что от трения они изнашиваются. А изнашиваться она будет вот в этом месте, потому что вот здесь у вас трется. И плюс вы же на крюк ее будете цеплять, соответственно, об крюк она будет тоже тереться. Когда она будет вытягиваться, ее можно вот здесь вот немножко подтягивать, и тогда, ну, натяжение сохраняется. Вот видите, один раз покатался, и вот она уже у меня подрастянулась. Соответственно, что мне нужно сделать? Мне нужно вот этот вот узел ослабить, ну, точнее, этот узел переместить сюда. То есть, чтобы вот здесь оно было и будет вот так натянуто. Не понравилось вот это вот место, то, что оно открытое, и вот здесь вот, ну, как бы достаточно острый карбон. Было бы здорово, если бы здесь была какая-то аккуратненькая пластиковая заглушка, чтобы вот стропы туда не залетали, ну, потому что там, когда неудачно сложишься, может стропа куда-нибудь сюда залететь, ты будешь ее выковыривать и в спешке можешь себе повредить палец. Вот, считаю неправильным решением делать стропы паравинга вот так сшитыми, как вот здесь. Их надо делать сплайсом, потому что вот прошла всего лишь одна сессия, и уже видно, что она тоже, ну, вот стропы начали махриться вот в этом месте, да, то есть вот везде, где у тебя есть трение, у тебя по-любому рано или поздно это протрется, вот, ну нафиг такое делать. Потом вот это, что это за дешман какой-то, ну вот эта вот веревочка. Ну блин, нельзя было сделать какое-то тоже красивое решение, чтобы вот не на узел вот так цепляться. Ну то есть как будто это какая-то, я не знаю, какой-то прототип недоделанный. То есть вот здесь узел накидной, вот здесь узел накидной, вот здесь узел накидной. Ну вот посмотрите, как делает эта фирма Озон, когда у них там все заподлицо, все аккуратненько, все сплайсено. Делайте так же. Вот. Ну и вот этот вот костыль мне не понравился. Окей, нам нужно прийти к этой точке, давайте придем к ней вот так, более широко. Тогда вы сможете внутрь вкладывать руку, как мы это делаем на планке FlySurfer или Core. А сейчас мы вкладываем ее вот так только, ну либо если я хочу с внешней стороны, то вот так. И как бы пальцы здесь у тебя упираются, это очень неэргономично, и плюс пальцы могут застрять там, ну как-нибудь ты можешь их повредить. То есть вот этот бы костылик, то есть вот эту пластиковую запчасть сделать бы
более такой, ну прям вот чтобы она была более ровненькая. И тогда можно было бы ее вот с этой стороны хватать, а функционал был бы совершенно тот же. Ну и вот, и, соответственно, стропы я тоже бы поменял на более жесткие, потому что вот ты когда будешь скользить по ним, особенно если у тебя паравинг будет в напряге, то все вот эти узлы, они будут тебе повреждать ладонь вот в этом месте. Поэтому тебе очень важно будет идти в даунвинд, чтобы это сложить. Ну такие, вот еще одно слово хочу сказать за мешок. Ну вот это вы считаете нормально, да, вот этот вот мешочек для сменки. Ну что это такое? Ну блин, я не знаю, может быть это просто они супер-супер экономят. Я не знаю, сколько стоит, кстати, этот паравинг. Может быть он просто супер дешевый, и поэтому была сделана идея вот сделать такой. Но почему бюджетная фирма Gong может себе позволить сделать вот нормальную сумку, которую ты можешь использовать не только для перевозки паравинга по суше, но еще и можешь с ней кататься и использовать ее как трапецию, а компания Nash такое сделать не может. Это странно. Такие вот мысли.